Для большинства людей тема финансов довольно-таки животрепещущая тема. Деньги нужны каждому, и это неоспоримый факт. Но как порой их тяжело заработать. Обидно пропадать целыми днями в офисе, в конце месяца смотреть в кошелек, куда кот наплакал. И сегодня я расскажу, как с помощью регрессии, возвращения в свои прошлые жизни можно поправить свой финансовый бюджет и решить буквально все вопросы в любой из сфер своей жизни. Здоровье, карьера, финансы и так далее. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, подпишитесь. Поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, как вам заходит тема регрессии. Одни меняют место работы, другие обращаются к приметам, которые помогают улучшить финансовое состояние. Многие уверены, что все советы, ритуалы, заговоры, техники, связанные с деньгами, на самом деле не работают и бросают все свои затеи на полпути. На самом деле и техники, и ритуалы, все работает. Но для этого нужно время, силы и терпение. А оно всегда нас подводит. На своем канале я делюсь различными инструментами по привлечению денег. Эти инструменты проверила на себе. Но я, как и любой другой человек, стремлюсь получать более быстрые результаты. Например, когда я использовала для своих целей технику «Золотое сечение», я результат получила через 3 месяца. Если я использую на свои цели технику «Косица намерением» или «Косица с потоками», обычно я эту технику использую в течение 3 недель. И причем я не пропускаю ни одного денечка. Когда мне нужно решить более простые и легкие задачи, тогда я использую слова-пароли. Соответственно, я получаю мгновенный результат. Главное правильно использовать инструкцию к словам-паролям. Иногда я использую различные заговоры, либо ритуалы. И каждый инструмент по-своему хорош. И стоит обратить внимание на определенные моменты, это нужно глубокая вера, что будет результат. И, конечно, у каждого инструмента есть своя четкая инструкция, которую мы должны придерживаться. Если хотя бы один из пунктов этой инструкции мы пропускаем, то, соответственно, нужного результата мы не получаем. И по такому принципу я, например, использую различные инструменты. Если у меня маленькая цель, соответственно, я беру более легкий инструмент. Если у меня какая-то глобальная и серьезная проблема, тогда, естественно, я использую более мощный инструмент. И обращаю ваше внимание, что на моем канале, как правило, я использую техники и такие инструменты, которые работают непосредственно с подсознанием. Потому что всем известно, что нами управляет подсознание. Но если мы найдем рычаги управления, то мы сможем воздействовать на него, и оно будет работать на нас. Если есть проблема, которую вы не можете решить в течение 6 месяцев, или в жизни происходит так, что у вас повторяется один и тот же сценарий, и вы ходите по кругу, вы идете рука об руку на протяжении многих лет со своей проблемой, тогда это повод сходить в регрессию и закрыть вопрос. Обращаю внимание, что регрессия очень мощный инструмент. Ее можно использовать для самых сложных и нерешаемых на первый взгляд проблем. Нету надобности ходить в регрессию, если вам нужно припарковать автомобиль в нужном месте, чтобы в магазине не было очереди, либо построить карьеру, поступить учиться, сдать экзамен или другие мелкие цели. Для этого можно использовать и другие техники, ритуалы, заговоры, хотя регрессия дает результат сразу, а с техниками и заговорами нужно повозиться недельку-другую или пару месяцев. Вопрос лишь во времени.
А вот если вам нужно научиться отстаивать свои границы, стать уверенным, решительным, построить гармоничные отношения, убрать различные обеты, снять денежные блоки, убрать негативные программы, поработать с психосоматикой, можно решить вопросы в любой из сфер своей жизни, например, как финансы, здоровье, отношения, карьера и так далее. И этот список очень большой. Хотите быстрых результатов, то регрессия – то, что вам нужно. Что же такое регрессия? У некоторых от этого слова останавливается дыхание и стынет в жилах кровь. Напрасно. Хотя мне понятны ваши сомнения и страхи, потому что я через все это проходила. Позже я поделюсь с вами своими результатами, как я попала в регрессию и какие результаты я получила с помощью этого метода. Регрессия – это работа с нашим бессознательным, с глубинной памятью человека, проще говоря, с душой. У каждого человека есть душа, которая имеет много перевоплощений. То есть сегодня вы мужчина, который живет в нужде. А в следующем воплощении вы можете быть женщиной, достаточно обеспеченной и сорить деньгами направо и налево. Почему так происходит? Это следующая история. Душа приходит на Землю для того, чтобы получать опыт и решать различные задачи, чтобы выйти из колеса сансары, колесо жизни и смерти. Так вот, эти жизни, то есть опыт души, записывается в памяти нашего бессознательного. Следовательно, когда умирает человек, душа просто меняет тело и забирает опыт, который она прожила в этой жизни. И мы можем с помощью регрессии вернуться и забрать этот опыт, свои таланты, решить свои проблемы и, конечно, поправить свое финансовое положение и избавиться от кармических хвостов. Всем известно, что нами управляет наше подсознание. С учетом тех программ и установок, которые записаны в опыте нашей души. И пока вы не измените свои негативные программы, вы будете ходить по кругу. Некоторые люди говорят, что в их жизни все повторяется по определенному сценарию, одно и то же. Финансы всегда тесно связаны с прошлыми воплощениями человека. Их задача во многом направлена на исполнение кармических целей и эволюцию души. Денежная карма может быть условно позитивной или негативной. Например, если вас не разводят на деньги, не предают деловые партнеры, вы часто получаете приятные финансовые бонусы в виде премий, выигрышей или подарков, вы всегда чувствуете, как правильно инвестировать деньги, грамотно ими распорядиться, то это говорит о позитивной денежной карме. А если вы часто теряете деньги, попадаете на мошеннические схемы, несете убытки в бизнесе, боитесь финансовых операций, имеете долги и кредиты, много работаете, но получаете мало, значит налицо негативная денежная карма. И в этом случае вам поможет исправить финансовую ситуацию проработка прошлых жизней. Ответы на эти вопросы можно получить при просмотре прошлых жизней. Если в текущем воплощении вы не находите ответы и решения этих проблем. В следующем видео я поделюсь с вами, как понять, нужен ли вам сеанс регрессии, кому можно ходить в регрессию, а кому есть противопоказания. Опасен ли этот метод для человека? Обращаю внимание, что этот метод я пропустила через себя и знаю весь этот процесс изнутри, а не по сарафанному радио. Подписывайтесь на канал и поддержите это видео лайком и комментарием, чтобы эта информация становилась популярной на просторах интернета. Всем продуктивного дня и отличного настроения. На связи была Елена Макаренко.